Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также здравия и благодатной погоды, потому что идет месяц апрель, и очень много нужно успеть сделать на грядках, в саду, в теплицах, с рассадой, с цветами. И сегодняшний наш выпуск посвящен как раз важным делам. Давайте более подробно рассмотрим наши агрогороскопы и не только. Что ж, приступим. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп. И сегодня будем рассматривать два периода нахождения Луны сначала в знаке Лев, а затем в знак Дева. Итак, с 11 по 14 апреля рассматриваем наши задачи в саду, на огороде, а также в теплице и с рассадой. Время киевское. В понедельник, 11 апреля, Луна будет находиться в знаке Лев. И практически весь световой почти день будет находиться во вторник, тоже в знаке Лев. Только после 17 часов перейдет в знак Дева. Практически все работы у нас почти одинаковы, за исключением посевов. Почему? Да потому что 12 апреля Луна без курса начинается с 13 часов 19 минут и будет длиться до 17:08, до момента перехода в знак Девы. Поэтому 11 апреля можем сеять днем листовые салаты, шпинат, лук и чеснок на зелень, луковица не получится, а также различные сидираты, но особенно Лев покровительствует зерновым сидиратам. Здесь же посевы 12 апреля только до 12 часов можно будет проводить. Затем Луна без курса будет работать энергией, а это значит, что работа впустую. Иногда что-то вырастает, но не на это мы рассчитывали с вами. Далее, в знаке Лев с рассадой ничего не делаем. В это время изолируется программа развития корневой системы. Много раз уже все испытано, и не только нами, но и нашими постоянными зрителями. И все знают прекрасно, что корневая система в это время очень слабая. И поэтому ни пикировку, ни пересадку, ни перевалку ничего не делаем в это время с рассадой. Для цветов в эти 2 дня здесь тема активная такая: защита от вредителей болезней. Сейчас как раз начинается период и продолжается период, если особенно на юге выносят уже в теплице, на улицу рассаду, белокрылка и другие вредители активизировались, поэтому нужно обязательно проводить профилактические защитные мероприятия от вредителей болезней. В дни Льва поливы бесполезны. Но вот смотрите, уже 12-го после 17 часов можно будет поливать. Подкормки 11-го не проводим, а 12-го уже после 19 часов можно делать подкормочки. Тем более растущая Луна, солнышка уже много, поэтому можете по инструкции проводить подкормочки. Добавляйте столько удобрений, сколько написано в инструкции. Для сада актуальна как раз уборка. Не режьте, пожалуйста, растущая Луна, скоро полнолуние. Не трогайте растения в это время. Уборка, если нету дел с уборкой, что-то другое техническое, перенесите работы в другое место, но саду дайте в дни Льва, а тем более растущая Луна, дайте отдохнуть. Зеленые операции в этот период, уже перед полнолунием, нельзя проводить. А вот заготовки во Льве, постарайтесь их сделать по крайней мере, до 15 часов. Заготовки будут очень хорошо. И вид красивый, и вкус, и хорошо будут храниться. Квашение не проводим. Настойки очень хорошие получаются из лекарственных различных растений для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Лев за это отвечает. Поэтому используйте этот период для приготовления. Если уже где-то свежие есть растения, то тоже можно делать. Рыбалка запрещена, и нерест, и растущая Луна. Далее я уже пишу не сбор хвои, каких-то веточек. Сейчас уже пошли цвести одуванчики, растут другие лекарственные травы. У меня просьба к вам. Вот в данный момент во Льве очень хорошо собирать цветочки, тех же одуванчиков, листики.
Это как раз сейчас энергия находится в этих растениях в верхней части. Но тоже следите за тем, чтобы после вас оставались растения живыми и дальше росли и далее приносили пользу. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Ну а теперь перейдем к 2 дням, когда Луна будет находиться в знаке Девы. Это среда и четверг, 13 и 14 апреля. Но смотрите, у нас 14 апреля будет очень сложный день энергетический, особенно вечер, потому что начинается уже сожженный путь полнолуния с 21 часа 55 минут. Ну и Луна без курса с 21 часа 13 минут до 23:46 минут. Ну и переход уже в знак Весы в 23:47. Практически уже где-то несколько минут отдаляет нас от другого, от 15 апреля. Поэтому в данном случае весь световой день можно 14-го использовать для различных посевов, но посевы связаны только с цветами. Напоминаю, Дева – покровитель цветочных растений, декоративных, красивых растений и лиан. Поэтому в эти дни очень актуальны посевы семян цветов. Посадка рассады уже цветов, только рассады цветов, луковичных цветов, газонные травы сейте, вьющиеся цветы. Очень хорошо вот в эти дни, в данном случае 13 и 14 апреля. Да, альпийские горки тоже очень хорошо в это время закладывать. Деве нравится это. Что касается рассады. Рассада только цветов, только с цветочной рассадой работаем. Можем проводить перевалку рассады цветов, а также можно посадку уже рассады цветов тоже проводить, если у кого-то есть такая возможность, и уже цветы готовы, и погода позволяет, пожалуйста, или в теплицу можно высаживать рассаду цветов. Кстати, я хочу еще здесь сделать такой акцент. Иногда я использую знак Дева, она покровительствует, кроме цветов, из овощных только укропу и огурцам. Ну, если есть необходимость, можете тоже посеять в это время семена укропа и огурцов. Но есть у нас хорошие другие дни, можете их тоже использовать. Здесь у нас задача сделать красоту. Для цветов и комнатных цветов очень важны посадка, перевалка рассады цветов, а также черенки, укоренения. Многие ждут эти дни, когда можно нарезать черенки, размножать любимые свои комнатные цветы, или же цветы уже для улицы, те же хризантемы тоже, или другие цветы, которые будут на улице высаживаться. Пожалуйста, нарезайте черенки и укореняйте. Вот Дева – это знак, который имеет исключение. Вот мы будем говорить о саде. Здесь тоже внимание, будьте внимательны. Можно, допустим, нарезать черенки той же смородины на укоренение, но не резать, не обрезать в это время. Но сейчас вернемся к этим задачам, которые мы здесь озвучили. Ну, поливы и подкормки – это очень хорошо. В это время прекрасно и поливы воспринимаются, и питательные вещества растениями. Итак, возвращаемся в сад. Посадите отводки. Отводки разных лиан, то виноград, декоративные какие-то растения. Очень хорошо получаются отводочки. Тоже используйте. Ну и черенки на укоренение. Те, кто использовал, заготавливал черенки, доставайте, особенно северяне, и устанавливайте на укоренение. Прекрасно все получается. Далее идет период нет, 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 нет. Это у нас зеленые операции нельзя проводить, заготовки бесполезно, потому что сколько лет я уже это делаю, бесполезно. Мягкие, и цвет не такой, и невкусно, и плохо хранится заготовка. Квашение не делаем в это время, настойки тоже нет, рыбалка тоже нет, и сбор лекарственных растений тоже не делаем. Ну а для комнатных овощей на различных окошках, на балконных различных лоджиях все здесь очень актуально, поливы и подкормочки. Ну а вот здесь у нас практически то же самое 14 апреля, повторяться не буду.
это все тоже соответствует до 21 часа. То есть световой день, все вот эти работы, которые 13 не доделали, можно сделать 14. Вот такой у нас агрогороскоп с 11 по 14 апреля 2022 года. Наша постоянная рубрика «Луна для дома». Ну и здоровье тоже обязательно рассмотрим вот этот период с 11 по 14 апреля. Понедельник и вторник практически энергия одна и та же, будут весь день. И поэтому в знаке Лев очень хорошо у нас будет гореть печка, то есть дрова у печки или в камине. Прекрасно все, никакого дыма нет. Для теста актуально чуть-чуть добавить жидкости или уменьшить количество муки. Рукоделие отлично. Стрижка волос очень хорошо в это время. Стрижка ногтей очень хорошо. Покраска только органикой, иначе очень горят волосы, и потом долго восстановлению нужно уделять внимание. Поэтому органику используем в эти дни. Мытье волос отлично. Уход за кожей, имеется в виду питательные крема, в дни Льва не воспринимаются нашей кожей, клеточками, поэтому не проводим. Очистка кожи у нас, это курс будет сразу же после полнолуния, мы об этом будем говорить отдельно. Пока нет, ремонт в это время прекрасно, проветривание вещей тоже очень хорошо получается. А вот стиркой и уборкой не рекомендуется в это время заниматься, качество будет отвратительное. А начало инкубации тоже не делаем ничего, потому что в этот период мы вот сейчас рассмотрим как раз, когда хорошо закладывать на инкубацию определенные яйца определенных птиц. Но давайте сначала с этим завершим. Здесь у нас все понятно, начало инкубации еще никакое не проводим. А теперь рассмотрим 2 дня. Практически все одинаково, кроме вот этого последнего завершающего пункта. Итак, в Деве возможен дым. У нас это бывает часто. Далее, очень хорошо с тестом все получается. Прекрасно рукоделие, творчество, отлично. Дева любит красоту. Стрижка волос, отлично. Стрижка ногтей, покраска волос. Вот здесь можно и химию использовать. Мойте волосы. Уход за кожей, кстати, очень хорошо. Вот эти питательные крема сейчас очень хорошо в Деве. Супер получается. Делайте все это, постарайтесь сделать за дня, то есть в световой день, чтобы у вас все получилось хорошо, когда работает Дева. Итак, идем дальше. Очистка кожи еще не начинается этот период. Ремонт лучше не делать, некачественный в Деве получается. Дева не для этого создана, для красоты. А также проветривать вещи тоже не рекомендуется. Какой-то неприятный запах притягивает и влагу в это время, поэтому не проветривайте вещи. Стирка прекрасно получается. Качество стирки отличное. Качество уборки тоже отличное. Смотрите, 13-го еще инкубацией не занимаемся, а очень хорошо 14-го закладывать яйца на инкубацию птицы индюков и гусей. Пожалуйста, это первый день, там у нас период, мы уже давали полностью на весь месяц расклад, но здесь как напоминание. Пожалуйста, очень хороший период и очень хорошо все у вас получится. Остается у нас еще одна рубрика. Она посвящена здоровью. Итак, 11 и 12 апреля это время нахождения Луны в знаке Лев. А в это время уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. Поэтому при Луне в знаке Лев нельзя проводить кардиологические операции. В это время обостряются сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Возможны приступы аритмии, стено, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Зато в это время можно посещать офтальмолога, лечить инсульты, тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. С вечера 12 апреля, 13 и 14 апреля
Луна будет находиться в знаке Дева, а в это время уязвимы будут уже тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота, а также брыжейка. В Деве нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Зато это лучшее время для медицинской диагностики. Сдавайте анализы, проверяйте все, что можно, идите к специалистам, вся диагностика, все анализы будут считаны правильно и будет определено правильное лечение. И буквально несколько слов о питании. Нужно пищу принимать в это время маленькими порциями и нужно использовать раздельное питание. В это время не готовьте макароны и другие углеводные продукты. Хорошо в это время, конечно же, каши различные, фрукты, грецкие орехи и другие орехи, ну и то, что у вас есть на данный момент. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Мне бы хотелось вам еще вот что сказать. Напомнить, вернее, вот это очень важная мысль. Что мы думаем, тем мы и становимся. Думаем и находимся в состоянии мира, гармонии, и создаем этот мир и гармонию внутри себя. И вот это все реализуется вокруг нас, в нашем пространстве, внутри нас и вокруг нас. Притягивайте хорошие, позитивные события, будьте сами позитивными людьми, что бы ни происходило. Ну что ж, Раиса Гриченко, Александр Волик прощаются с вами. Мы подготовили для вас этот выпуск и прощаемся всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.